В этом ролике я пройду StarCraft на 100% достижений, которые имеются в Steam. От самых простых по типу пережить выброс, до самых сложных, таких как выполнить возможное событие или посетить каждую локацию зоны. Начнем с того, что мне нужно было придумать никнейм, так что зовите меня теперь Лютый Фермер. После создания аккаунта проходим незамысловатое обучение, где в конце нас опрокидывают и спасают не меня, а какой-то артефакт. За прохождение пролога нам дают достижение под названием «Заварушка на ЧС». Это уже означает, что начало положено. Поскольку в StarCraft вышел новый сезон, многим игрокам понадобятся сталкоины для боевого пропуска, а получить их можно на всеми нам известном сайте, где к новому сезону подготовили новую коллекцию весенних сундуков, с которых можно получить довольно неплохие вещи. При заходе на сайт тебя будут ждать очень много мини-игр с качественными анимациями и эффектами. Улучшай свои вещи с помощью крашика, чтобы получить более крутую шмотку. А также не упусти бесплатный режим Art Hunt, в котором тебе просто нужно дойти до артефакта, и в награду ты получишь еще больше подарков. Но главное, вводи промокод FARMER, благодаря которому ты получишь 2 заряда в Art Hunt и плюс 10% к пополнению. Ссылка в закрепленном комментарии. После обучения я вступаю в бандиты, и в итоге просыпаюсь на болоте, где меня встречает Липа. Это такой перец, который за все тут поясняет. Он же и дает нам первый квест, который я легко и просто выполняю. Дальше, по мере прохождения сюжета, я получу неплохую ППшку, а также вспоминаю про свой личный промокод, который может помочь новичкам в начале игры. И не только. Ввожу его и получаю довольно приятный шмот. Приодевшись, а также получив свой первый рюкзак, поставил в него свои первые артефакты. Иду дальше по сюжету, где попадаю на базу санитаров. Выбираю спасти Липу, ведь в будущем он поможет нам и сыграет свою роль. Также помогаем Оракулу и группе Кондора, избавившись от зверя. Затем разгадываем загадки К и направляемся на локацию бар, где при разговоре с шаманом мы чувствуем, как земля уходит у нас из-под ног, и мы падаем в обморок. Просыпаемся мы уже в кошмаре, в котором за нами бежит Химера. Выбираемся из кошмара и получаем новую броню Пересмешник Искателя. Как сказал шаман, это было видение. Мы ему охотно верим и идем дальше. Помогаем какой-либо группировке в убийстве кровососа-мутанта. В моем случае я выбрал Братьев Завета. Получаем свое первое ветеранское оружие. И тем самым закрываем уже второе достижение под названием «Волына что надо». Двигаясь дальше по сюжету, шаман дает нам задание убить военного, полковника Власова, с чем мы легко справляемся. И затем снова отправляемся в группе Кондора, чтобы поговорить с Оракулом и выяснить местоположение голубого шара. Но нам помешала группа санитаров, которые силой забрали и увезли нашего помощника на свою базу. Ну а мы, конечно же, его не бросаем, и поэтому пробираемся на их базу под видом новобранца. Паркурим по зданию и проваливаемся прямо вовнутрь. Уже там нас замечает так называемый малой, которому мы в кармашек кладем 20 тысяч рубликов. Он в таком случае делает вид, что нас не видел, и мы проходим дальше. Находим пьяного тюремщика, который также не был против выдать нам ключи от камер. Уже в клетке мы видим Оракула, который говорит, что у нас нету времени, и нам нужно срочно отправиться на радар, ведь примерно там находится то, что мы ищем. Также оказалось, что рядом с Оракулом в клетке находится Липа. И честно, этот диалог вызвал у меня мурашки. Ты как-то рискнул своей задницей ради меня. Я это помню. Даже сидя в этом чертовом каземате, я нутром чуял, что снова тебя увижу. Но теперь я не прошу рисковать ради меня. За мной долг. Я тебя прикрою. И ведь правда, выходя из тюремного блока, Липа в одиночку положил около 5 санитаров. Мне остается только забрать пси-шлем и сбежать с базы, улетев на вертолете. Но начинается выброс, и наш вертолет терпит крушение. А также Лютый Фермер ловит шизу, из которой потихоньку, но мы выбираемся. Просыпаемся мы на пути дураков, где нас встречает Кондор. Он нам говорит, что мы чудом выжили и все дела. А также, что шаман объявил войну против санитаров. И сейчас, скорее всего, он находится неподалеку. Прибегаем к шаману, который выдает нам в награду АК-искателя. А также, как и Оракул, отправляет нас на радар, чтобы мы отключили выжигатель мозгов. Не дослушав шамана, мы уже нажали на большую красную кнопку. Все вокруг затряслось, и мы потеряли сознание. Через время мы все-таки очнулись. Нас встретил глава санитаров, Морг. Сказал, что мы друг другу не враги, и работая вместе, сможем пробраться к голубому шару. Ну еще он там Оракул оставил живых, чтобы бороться. Прохожу мини-босса стража, а также во всей этой истории выбираю сторону Морга и начинаю бой против шамана, где выхожу победителем, получая достижение «Тот, кто услышал зов» за прохождение первой сюжетной линии. А также уже на базе я получаю обновку, а именно экзоскелет Морга, тем самым выполнив достижение «Надежный костюмчик» за броню ранга ветеран. Ну а если ты только хочешь начать играть в StarCraft, то рекомендую перейти по ссылке в описании, благодаря чему ты получишь неплохие бонусы на старте. Тут же вступаю во фракцию Завет, ведь мир страданий, братья.
За что получаю еще одно достижение. Начинаю проходить задания по сюжету фракций, тем самым прокачивая уровень базы завета, чтобы открыть доступ к еженедельным заданиям. Прохожу близнецов, получаю вкусную награду и, выполнив еще пару заданий, ложусь спать. Зайдя в игру, первым делом решаюсь прокачать свой контейнер, для того, чтобы получить наиболее вкусные статы при битве с финальным боссом. С аукциона прикупил себе 2 новых артефакта, такие как многогранник и вихрь. Вот, кстати, характеристика сборки. Далее мне необходимо было поменять свое оружие. Мой выбор пал на пулемет. И это М249 САВ, или как его в народе называют, Совок. С ними легко побеждаю финального босса. И после финала смотрю титры. Получаю вкусную награду от Митрополита, а также он выдает квест на Дикий Север. Но пока я туда не ногой. Подхожу к доске объявлений и беру абсолютно все задания. Потихоньку, выполняя еженедельные задания, успеваю выполнить еще и ежедневные, за что получаю соответствующее достижение под названием «Есть работенка». Захватив последний аванпост, заканчиваю выполнение еженедельных заданий и получаю достижение «Работник недели». С почты забираю награду за выполнение заданий и получаю 280 тысяч только деньгами, а также 170 тысяч мусором, который улетел скупщику. Забираю деньги с проданных вещей на аукционе и вижу, что мой баланс почти приблизился к отметке 1 миллиона. Продаю немного батарей и да, теперь я миллионер. Далее захожу в сессии, где начинаю пивной зажим. И почему на ветеранках мне попадается такое чудо? Full маст обвесах и 15 заточки. Приняв то, что я просто не умею играть, побеждаю в сессиях и получаю свое достижение под названием «Спортивный интерес». На данный момент в моих планах было завершить все достижения, связанные со вкладкой сессии, а их еще осталось как минимум 2 штуки. Начинаю бегать по дуэлям, но все игроки по какой-то причине просто выходили. Но в один момент ко мне в дуэль заходит какой-то новичок, которого я убиваю 10 раз подряд, и в итоге получаю достижение под названием «Чистильщик». Следующей моей целью стало достижение, где мне нужно было убить игрока с помощью гранаты после своей смерти. Первым игроком у меня было очень много моментов, когда я мог завершить данное достижение, но у меня не вышло. Со вторым все оказалось куда проще. Я кидаю гранату, он наносит удар по мне, а я по нему, и тут же умираю. Граната взрывается и бам, плюс достижение. Далее наконец-то выбираю броню, на которую потрачу фракционный талон. А мой выбор пал на Скиф 4. Обусловлено это тем, что у него имеется неплохой уровень пулестоя, а также почти все заражения 3 уровня. Чуть позже решаюсь улучшить свой контейнер. Сначала до уровня сталкер, а затем и ветеранского. Закупив усиление, направляюсь фармить бартер на локацию Путь Дураков. Выфармив немного бартера, тут же начинается выброс. Я прятаюсь в убежище, и в это время на радаре появляется 2, а затем 3. Я занимаю оборонительную позицию, и слава богу, это оказывается 2 союзника. Уже вместе с ними я успешно пережидаю выброс и направляюсь дальше на фарм. Немного погодя, возвращаюсь на базу, где с продажи лута получаю 150 тысяч. Выкладываю весь бартер за 2 забега на персональный склад и понимаю, что мне осталось дофармить совсем чуть-чуть фрагментов данных бета, а также остатков аккумулятора. На Пути Дураков открываю сак 1, где нахожу сигнал. Придя на место, где процент поиска достигал 95%, я понимаю, что он находится где-то внизу. Прыгаю туда и получаю овер до хера пси-излучения. В конце концов нахожу его, забираю весь лут и погибаю. Тут же с аукциона покупаю артефакт под названием Лампочка Ильича, который давал бы мне дополнительную защиту от пси-излучения. Изучаю его у ученого и бегу обратно на Путь Дураков. Нацепляю артефакт и спускаюсь вниз. Но моего трупа я не нахожу, зато ножкой подмечаю прикопы, а также небольшое количество артефактов. Далее выбираюсь с этой ямы и бегу на вынос, но по пути на базу меня встречают ПКшеры. С ними я легко справляюсь и успешно делаю вынос. Продаю вещи скупщику, получая за это 220 тысяч. Скидываю бартер, за 150 тысяч докупаю блокбеты и бартерю подсумок. Поскольку в этом рюкзаке мне стало доступно 3 слота под артефакты, решаю собрать хоть какую-нибудь играбельную сборку. Докупаю гелий, а также сетчатку. Исследую, покупаю катализаторы, точу сборку и на выходе получаю такие характеристики. Далее, чтобы стать еще сильнее и лучше, точу броню и оружие на 5 уровень. Поднимаю пулестойкость у костюма и урон у пулемета. Все снаряжение иду тестировать на кузню, где, зачистив опорник и еще парочку спотов, выношу неплохой хабар. Скидываю все, что можно продать дороже, на персональный склад, а хлам, который я подогнал скупщику, вышел на 82 тысячи. Собираю весь крафтовый хлам и отправляю его местному перекупу.
который позже мне закинет копеечку за весь проданный лут. Решаю чуть-чуть поулдоманить и открываю особый кейс, с которого мне выпадает... Циркон. Ну да, ведь этого я и хотел. Зайдя в игру уже вечером, забираю деньги от перекупа, а также с проданных вещей на аукционе, получая за это 360 тысяч. Далее захожу в официальный дискорд сервер Сталкрафта, где нахожу игроков, скупающих фильтры и дорогие секреты для репутации Арсена. И на этом поднимаю еще немного денег. После всего этого решаюсь отправиться на Дикий Север, чтобы посмотреть, как там обстоят дела у ветеранок. Распределения там нету. Быстренько пробежав подземку, направляюсь на Тихую Заводь. Уже там мне на глаза попадается антенна шепота. Спокойно убиваю NPC, и как только начинаю подбегать ближе, на радаре появляется двойка. И вижу, как антенну шепота сносит другой игрок. Немного выжидаю, и в итоге начинаю по нему стрелять. Ложу противника, как тут на него вылетает еще 3 игрока. Понимаю, что скорее всего они меня слышали, даю дёру, и не зря. Нахожу и лутаю антенну, а также еще пару спотиков. И делаю вынос. В продаже всего хлама я зарабатываю около 180 тысяч. И ложусь спать. Сразу после входа в игру иду лутаться на Тихую Заводь. Пока искал двойку на радаре, залез на крышу, откуда по мне начал стрелять бот с гаусс-пушкой. Во время того, пока я был нокаутирован, увидел поблизости игрока, от которого я сразу же побежал, но гаусник заметил и его тоже. Далее, во время зачистки спота, у меня остается очень мало хп, я начинаю убегать и в один момент погибаю. Делаю еще 2 безуспешных забега, но в один момент мне все-таки удается зачистить антенну шепота и залутать свой хабар. Прыгаю в пузырь и выношу лут на базу. С продажи всех вещей скупщику у меня вышло 250 тысяч. Далее начинаю бегать на кузню и потихоньку зарабатываю кэш. Вместе с этим, скопив довольно много бартера, делаю ветеранский контейнер под названием «Разгрузка». За валюту сезонного пропуска покупаю 30 аномальных батарей. Они нужны для энергии, благодаря которой можно будет улучшить артефакт. Но пока они расщепляются, я решаю заменить вихрь на еще один гелий. Покупаю его на аукционе, а также точу все артефакты до плюс 5. И на выходе получаю такие характеристики. Делаю еще пару выносов на кругленькую сумму. И начинаю проходить достижения с посещением всех локаций в игре. Поскольку почти на всех бандитских локациях я уже побывал, направляюсь на локации сталкеров. Посещаю лес, Черные Ивы, Могильник, а также Полесская. На этом с южными локациями мы закончили. Отправляемся на север. Поскольку я собирался пробежаться по локациям противника, беру с собой посылку на базу рубежа. И как только я выхожу с базы, меня убивает противник. Просто мое лицо. Я стерпел, но когда я побежал обратно за своей посылкой, ее забрал другой игрок. Слава богу, он понял, в чем дело, и отдал мне рюкзак обратно. Добегая до барьера, отношу пак и после этого посещаю еще и серпантин, шахты, черный объезд, а также институт. Там я немного шалю, но меня убивают. Уже на базе забираю все деньги с проданных вещей, а также за доставку пака. Далее прошел выброс, лутать который я побежал на Полесское. Но как назло, тут находилось много игроков из союзных фракций. К счастью, это не помешало мне забрать парочку артефактов и вместе с этим запыкашить свободовца, в котором лежало немало артов. Пока я бежал на вынос, на меня напал вражеский игрок, которому уже я и проиграл. Немного приуныв, побежал фармиться на кузню, где меня как обычно убивает игрок с мастерской пушкой. В итоге я продаю дорогие секреты вместе с фильтрами, перекупом и накопив достаточно денег, покупаю с аукциона свое первое мастерское оружие – FN Scarage. Сделав первый забег с данным оружием, у меня уже появился существенный минус. Он очень тяжело играется без магазина, да и без обвесов, в целом. Поэтому следующей моей небольшой целью станет покупка 30 патронника на Scarage. Далее, открыв еще пару запасов, мне падает красная часть на Scar SSR, которую, как и другие вещи с БП, я продаю скупщику. Получив приличное количество сезонной валюты, покупаю на все деньги продвинутые запчасти, которые выставляю на аукцион. Пока они продаются, я бартерю одну из лучших ветеранских рукояток, которая дает очень приятные бонусы. Вместе с этим успеваю сбегать на такие локации, как Любич 3, Лабиринт, Отражение и Комбинат Уран. И в конце концов, получив достижение Исследователь Зоны. Захожу на почту и забираю деньги с проданных крафтовых вещей, за что получаю всего 70 тысяч. Целью на этот день стало сделать 1000 киллов для следующего достижения, с чем я легко справился, позадротив гонку вооружений.
Плюсом получает 2 боевых набора за повышение уровня сессионок, с продажи которых заработал еще 270 тысяч. Немного полюбовался на пустой скараж, которому тут же сделал надульник, а также лазерный указатель. Еще для большего комфорта пришлось раскошелиться и приобрести почти за 1 миллион 30-патронный магазин. Сходя в Open и поняв, что от оружия моя криворукость не прошла, принимаю решение попытаться максимально заточить скараж, чтобы увеличить урон. Заточив скараж на плюс 9, начинаю плотно бегать на кузню, где выношу достаточно много лута. С каждым выносом мой баланс рос, и продав фильтры перекупом, я ложусь спать. Забираю все проданное с аукциона и зарабатываю на этом 430 тысяч. В этот день я хотел заработать максимальное количество денег, чтобы купить мастерское снаряжение. Вот мой баланс перевалил за 2,5 миллиона. А вот я уже продаю почти все накопленные квантовые батареи скупщику. И потратив около 5 часов, наконец-то покупаю ганимед, который получилось улучшить только на плюс 6. На этом моменте мне остается выполнить последнее достижение, в котором нужно зачистить всевозможные события. Зайдя в StarCraft Wiki, я начал сравнивать и убирать те споты, в которых я уверен на 100%, что зачистил. Таких оказалось немало. И прибежав на юг, дочищаю оставшиеся. Сначала на яме, обочине, черных ивах, и затем перебираюсь на север, где я уверен, что зачистил каждый спот на 100%. От чумных собак до каждого вида застав, каждой фракции, кроме той, в которой состою я. Сбегал в Любич, где зачистил занятое здание шепота, а также НАТО. Убил каждого босса Любича, забрал аирдроп, отбиваясь от нападавших наемников. Сбегал на Тихую Заводь, где зачистил каждую активность, связанную с шепотом и местной фауной. После чего закончил 6-й день. Вчера я написал пост в свой телеграм-канал о том, что собираю в команду 4 обалдуев, которые будут не против побегать со мной в патчике на Дикий Север. Ведь там еще оставались активности, которые скорее всего необходимо зачистить. Но перед этим всем я сбегал на болото, где зачистил еще одну активность под названием Перестрелка. Как я понял, она одна на весь юг. Кстати, на мой призыв откликнулось около 20 человек, из которых только 4 побежали со мной на Дикий Север. За примерно 1,5 часа беготни, не без потерь, но мы забрали пункт управления шепота, аномальные структуры шепота, и на этом все. А дальше... Из-за того, что некоторые игроки из моего отряда, ввиду своей неопытности, подвергались смерти и не могли нормально скоординироваться, я принимаю решение на время забросить эту идею. Но я все равно благодарен всем тем, кто отозвался на мою просьбу, даже если он не попал в ролик. На Диком Севере я не зачистил только хроноразлом, аномальный разлом, из которого падают артефакты, а также другие виды аирдропа, такие как сахарный дроп и голд дроп. Вроде как они не обязательные, но я не знаю. Побегав еще немного времени соло, я понял, что выполнить это достижение с таким снаряжением, как у меня, практически невозможно. Поэтому после выхода этого ролика все оставшиеся споты я буду стараться зачистить на своем Twitch канале. В телеграм-канале я сделаю оповещение, когда начнется стрим. И если тебе понравился ролик, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео.